Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Полина Реутова. На связи оптимистка в штатском. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Будем сегодня обсуждать самое горячее, то, что по-настоящему важно. Начинается лето, и, соответственно, лето, как в песне поется, это маленькая жизнь, но жизни нет ввиду войны, ввиду всего того, что происходит, ввиду тех заявлений, того обострения, которое все предрекают. Но тут, как гром среди ясного неба, РБК Украина выдает интересное. Да? Они там посмотрели на Зеленского, на его заявление о том, что вот смотрите, до ноября месяца как-то разложили это на выборы в США, и что Трамп будет заканчивать войну прям чуть ли не летом, и до выборов это все должно устаканиться до ноября месяца. В общем, обсудим все сегодня. Как обычно, общаемся в прямом эфире. Вопросы оставляйте в сообществе YouTube, конечно же, в клубе зрителей Шелест. Это закрытое такое комьюнити. Там можно оставить свой вопрос. Ну и в чате трансляции, естественно, но в самом конце. Поэтому досмотрите до конца и, пожалуйста, пишите свои вопросы и какие-то темы, которые хотели бы, чтобы мы обсудили. В общем, милости прошу. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он об украинцах и о европейцах, об их отношениях. Лишат ли украинских мужчин статуса защиты в Европейском Союзе? В Евроактив опубликован материал о том, что есть такое предложение, мол, военнообязанный призывного возраста. Что это ты в Европе? Давайте-ка ограничивать, давайте лишать или давайте не давать новое. В общем, варианты ответа. Да, все к этому идет, в конце концов, мужиков, которые посчитаны по головам, потому что они там на пособии или на учете отправят в Украину воевать. Это, ну, как бы такая история, знаете, как это, Фридриксон, да, из Дании, говорит, мы вообще не понимали, что такое Украина, но пока вот вы за нас сражаетесь, вот мы будем... В общем, это такой, знаете, запасной вариант, всегда его можно применить. Второй вариант, нет, просто новое выдавать не будут, и, в общем, Киев постоянно же работает, они про мягкую какую-то, еще какую-то, скажем так, ситуацию, что давайте как-то вот так возвращать, просто уломают европейцев, и они военнообязанным или в возрасте, которое подходит для призыва, просто они будут выдавать эти документы, и все. Третий вариант. Нет, Европе мужики нужны, то есть они все прекрасно понимают, что эта вся история на руку, прежде всего, экономике. Ну и четвертый вариант, если начнется война Европа и Россия, о которой сейчас все говорят, да, которая там, как не говорил Путин в Казахстане, нет, это ложь, никто нападать не будет, но вот если все-таки до этого дойдет, то, конечно, всех украинцев снимут и отправят. Вообще, конечно, в этом вопросе отношение Европы, да, к происходящему проясняется. Румынская ситуация на выходных, когда залетел дрон, и румынский президент идентифицировал его, собственно, как российский, но говорит, Россия, давайте как обстреливайте, но чтоб нас не касалось. И, в принципе, эта вся ситуация показывает нам то, что Европа не хочет воевать. Но будут ли украинские мужчины новым, так сказать, новой инъекцией, да, в продолжение войны? Что думаете по поводу опроса и что думаете по поводу отношений европейцев к украинцам, Полина? Отношение потребительское изначально. Но, как мне представляется, это очень выгодная история с живой силой, которая прям на местности. Поэтому в Европе, если мы рассматриваем ситуацию, при которой начинается уже открытый прямой конфликт с Российской Федерацией, Европе гораздо выгодно, чтобы у них на местах было мужское население, которое не жалко пустить в расход. Чисто с прагматичной точки зрения. Будут ли институционально как-то лишать прав? Думаю, это будет происходить, может быть, постепенно. Есть еще такая опция, зачем надо будет следить, это за локальными законодательствами, будут ли принимать такие нормативно-правовые акты, которые будут позволять квазинаемничество устраивать, то есть добровольно-принудительный порядок. Потому что во многих странах за наемничество, как известно, то есть когда иностранное лицо, как правило, иностранное лицо начинает принимать участие в боевых действиях, подвергается уголовному преследованию. Если будет локально меняться законодательство в европейских странах, особенно в таких, во-первых, приграничных с Украиной, и плюс я бы наблюдала за Германией особенно, и особенно за Францией,
тогда можно будет об этом говорить. Но чисто с прагматической точки зрения, если брать Еврорейх, который ежедневно рассказывает о том, что они собираются воевать с Россией, точнее, то, что будет война с Россией, вот так они говорят, гораздо выгоднее, чтобы как можно больше человеческого материала, потому что они считают нас унтерменшами и русских, и украинцев, они друг от друга нас не отличают, я хочу это подчеркнуть, мы для них как были унтерменш, так и остаемся. И для них выгодно, чтобы в расход в первую очередь пошли те, кого не жалко. Как история была с чехами и Рейхом в конце 30-х, начало 40-х годов. Там тоже была ассоциация с ЕС. Я проводила у себя в Телеграм и Мах-канале параллели. Очень похоже на очередной виток спирали истории. Поэтому я думаю, что они будут максимально циничным образом под маской единого какого-то объединения. Вот мы разом с Украиной, вместе с Украиной боремся с агрессивным агрессором, экзистенциальным злом, и под вот эту вот тему они будут в расход пускать тех, кого не жалко, и тех, которые с большой радостью лезут воевать с Россией уже который год. И с большой радостью себя противопоставляют России. Ну, то есть вы не Я так вижу. исключаете такого большого конфликта, который там то ли в Прибалтике начнется, то ли вокруг Не, Калининграда. не исключаю. Более того, я думаю, что будет какая-то мерзость, какая-то провокация в районе Сувалкского коридора. То, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, потому что Калининград – это эксклав, и он находится в оперативном вражеском окружении, по сути. И у нас доступ с большой земли, как говорится, только по воде и немножко по воздуху. По земле уже большая С проблема, чем тогда потому что там связаны Польша, Литва и так с далее. чем тогда связаны вот эти разговоры о том, что все до ноября, и, мол, Трамп, сейчас вот закончится война в Иране, Уитков освободится и поедет в Украину, поедет в Россию, в общем, все договорятся, и войну спустят на нет. Прежде всего, что стоит отметить, ну, такая ресурсов-то с гулькин нос. И зимняя кампания, она всегда дороже, чем летняя кампания. И если, например, здесь сейчас мы видим какие-то экспериментальные вещи, как там на выходных сообщили, что роботов отправляют в Украину, первых гуманоидов. Правда, они какие-то такие недоделанные, имеется в виду, что там 20 килограмм только могут поднять. Ну, в общем, какие-то такие экспериментальные, нет влагозащиты, то есть если дождь пойдет, робот заржавеет, намокнет и закоротит. Но тем не менее, то есть смотрите, поле боя без людей, все решают киллзоны и дроны. И, мол, Зеленский говорит, что наступил какой-то перелом, и до ноября месяца, как бы по линии там стоим, где стоим, в общем-то, все и закончится. И связывают это прежде всего с американской стороной. Как вы смотрите на эту ситуацию и на вот эти рассказы? Вбросы ли это, чтобы условно показать какой-то горизонт? Или действительно все так и идет? Если это делается со ссылкой на американскую администрацию, я считаю, что это не надо воспринимать всерьез от слова напрочь, потому что Трамп не в состоянии завершить те конфликты, которые он сам начинает. А конфликт на территории Украины мне представляется гораздо более сложным. С учетом того, что много первопричин, это во-первых. Во-вторых, много интересов столкнулось в данной точке. Это вопрос стратегической безопасности Российской Федерации, которые нас хотят лишить, бывшие союзнички, так называемые, по Второй мировой войне, многие пускают в расход Украину и конфликт завершать не хотят. Это сложная точка. Это еще более сложная точка, чем то, что начал устраивать Трамп с Ираном. Это во-первых. Во-вторых, если мне память не изменяет, этот кадр уже говорил о том, что завершит войну в течение 24 часов. Если я ничего не путаю, прошло уже больше, чем 24 часа. И результат посредственный. Касательно Витькова и Зятькова, вот этих кадров двух, с моей точки зрения, далеких от успешных успехов на дипломатическом поприще, но они уже с иранской стороной вели коммуникацию. В итоге война началась.
И по общему мнению, которое, мне кажется, недалеко от истины, ситуация развивается не в пользу Соединенных Штатов. В конце концов, эта парочка и в Москву уже приезжала не один раз. Что-то я как-то прогресса не наблюдаю. И наша страна, которая крайне сдержана в формулировках и оценках публичных, уже прямым текстом говорит, что с духом Анкориджа что-то не то. И плюс выходят американцы, которые решили съехать с темы. Устами Марко Рубио говорят, что они из коммуникационного процесса вышли. Плюс, ну, небольшое уточнение. У нас, когда президент в Казахстане выходил, давал пресс-конференцию небольшую, он говорил о том, что контакты продолжаются с американской администрацией, контакты, но какого-то большого прикладного значения в плане движения к миру пока, мне кажется, на этом направлении не наблюдается. И если судить по тому, что говорит Путин, он, когда говорил, что конфликт близится к завершению, он это мотивировал не прогрессом в переговорах с американской стороной. Он это мотивировал реалиями на земле. И он именно на это делал ссылку. Что говорит, я заявлял о том, что конфликт близок к завершению на основании той информации, которая поступает с линии боевого соприкосновения непосредственно в точку, где ведутся боевые действия. Вот, это слова президента. Касательно роботов, ну, вы знаете, я не удивлюсь, что в очень короткий срок это будет массовая практика, потому что если в 2022 году у нас основные средства ведения войны, если говорить о машинах, это были танки, БТРы, авиация, вертолеты и немножко дроны, которые больше разведывательную функцию выполняли поначалу. Сейчас это полноценная боевая единица с обеих сторон. А война – это двигатель прогресса, наиболее интенсивный двигатель прогресса, как известно. Совершенно не удивлюсь, если в самом скором времени уже мы такой тип войны начнем наблюдать, когда не только в полете, но и на земле будут использоваться машины уже с тем, чтобы сохранить человеческий ресурс, за это борются. И это, во-первых. Во-вторых, гораздо более эффективной может машина стать. И если переводить, ну, цинично скажем, цена человека, цена машины, цена человека все равно выше. Поэтому не удивлюсь. К этому все идет, это логичное развитие. Достаточно сравнить, что было в 2022 году и что происходит сейчас в 2026. За счет чего, какими средствами обе стороны воюют преимущественно. А это беспилотники. Ну, Ну, опять-таки, получается, тогда нет, наши смотрите, еще ракетами. тогда нет Да. перспективы, получается, Полина. Ну вот смотрите, тогда, получается, прав товарищ Корчинский, которого Янина Соколова, и разглагольствует о том, что война будет 500 лет. Почему? Потому что украинцы, в общем-то, они не про мир, они не знают, как обустроить государство, они не видят. А вот цель война, да, это самая простая, понятная цель, и, в общем-то, вот это все как бы и будет заточено вот именно под эту войну. Причем интересно, что, собственно, это же на самом деле большое откровение, ну, огромное откровение. То есть получается, что, ну, пожалуйста, украинцы не могут себе дать раду, то есть как бы справиться с временем мирным, а смотрите, как хорошо воюется в военном смысле этого слова. А чего хорошего? Ничего хорошего нет. Корчинский весьма маргинальный персонаж, с моей точки зрения. Он не дурак ни в коем случае. Кстати, приезжал замечательно в Москву в 2005 году. Есть интересные кадры с его участием из пресс-центра РИА Новостей на Зубовском бульваре. То есть, самому взгляду у человека тоже интересно трансформируется. Поэтому говорящая голова, я бы таких кадров всерьез, честно, не воспринимала. Он может транслировать точку зрения, которая ему действительно близка, он действительно может так думать.
Но это не тот персонаж, который обладает какими-то данными, на основании которых можно делать вывод. Ситуация будет разрешаться, как мне представляется, наверное, это будет некоторый симбиоз того, как развивается ситуация на Земле, плюс, вполне возможно, это в украинской политической традиции, в принципе, это предательство местных элит. Я думаю, что вот в таком ключе может ситуация произойти. И да, американцы до известной степени могут тоже толкнуть этот процесс, повлиять на него. Хотя, как мне представляется, если раньше мы могли говорить о том, что для Трампа с электоральной точки зрения важно достигнуть успехов на украинском направлении, то сейчас он свою репутацию так на ноль помножил, что будут результаты на украинском направлении, не будет результатов. С точки зрения пиара и его позиционирования публичного, это уже большой роли не сыграет, потому что он таких делов на Ближнем Востоке натворил, что реабилитировать свое реноме у него вряд ли получится. Это вопрос уже ресурсов. Мне кажется, что здесь уже ситуация по-другому развивается. Он уже в такой блудняк, извините за жаргон, влип с Ираном, что если рассматривать вот наш кейс, это был пиар-ход, потому что он живет категориями пиара и категориями публичной показухи вот такой. У него классно было показушно встретиться с Путиным, еще и в Аляске, так это все красиво обыграть, потом тягать своих посредничков в Москву, изображая бурную деятельность. А результата-то нет. Если бы была возможность действительно прийти к какому-то результату, они бы к нему уже пришли. А если сами американцы уже съезжают с темы, и Марко Рубио выходит и говорит, что они как посредническая единица их полномочия на данный момент все, это говорит только о том, что те темы, которые они пообещали в Москве в ходе многочисленных контактов, американцы обеспечить заявленную политику не могут. Ну, а Поэтому они с темы съезжают. Петька Хексет, министр войны США, вообще разразился заявлением, что Лютый кадр, будем да. помогать Украине, там, конечно, естественно, да, никто никого не бросит. Получается, что дух Анкориджа все, почил. Господин Хексет, с моей точки зрения, его надо бы проверить на адекватность, как и его начальника. Ну, не считаю, что этот кадр... Это как Келлога, этого сумасшедшего, комментировать, например. Это частное мнение, он ястреб. Я говорю, весь мир в труху. Была бы его воля, весь мир бы давно в труху. Но у него такой воли нет. Он такой воинственный, ястреб, будем помогать. Он видит слово «война», у него загораются глаза, сразу по 5 копеек. Давайте воевать. Мне кажется, дальше вот этого эмоционального порыва у него в голове ничего не щелкает. Хотя номинально он такую серьезную должность занимает, но, наверное, это лучший кадр в плане союзника для Трампа на сегодняшний день, который безоговорочно его поддерживает в любых авантюрах. Он может любить все, что угодно. Тут ситуация это с голосованием, кому сколько помощи выделяется, это первое. И второе, если Трамп заявляет определенный вектор, да, ну, номинально, если, может, как-то на него идет ссылка, внешней политикой до конца президентских полномочий, если его не вынесут из кабинета путем импичмента или вперед ногами, внешнюю политику определяет президент. А его обслуга, можно сказать, подчиненные, ладно, но считаю, что обслуга, они могут делать громкие заявления с тем, чтобы потом это цитировалось. Мы с вами это обсудили, но заявления могут вообще никакого прикладного смысла не иметь. И если уж на то пошло, основной ресурс, который сейчас помогает Украине вести боевые действия, это разведданные. Разведданные, связь. И то, и другое пока исправно работает.
Можно не заниматься поставками там определенных типов вооружений, хотя ПВО, наверное, бы не помешало вот эти системы, потому что оно истощено сильно. Но с учетом того, что мы с вами выше подчеркнули, война уже поменялась, способ ведения боевых действий сильно трансформировался. Ключевой ресурс, за счет которого возможно вести боевые действия таким манером, которые они ведутся сейчас с помощью беспилотников, это связь и разведка. И то, и другое есть. А беспилотники, эти вундервафли уже прекрасно собирают на территории Украины, плюс этим занята половина Европы, открывают производство, делают там беспилотники. А со стороны американцев идет разведка и обеспечение связи. Очень интересный момент, который я хочу с вами обсудить. А куда дальше идет война? За эти 4 с лишним года общепринято, ну, то есть ситуация там США, Иран такая же, ситуация там Россия, Украина такая же. Несмотря на то, что, конечно, жертвы есть, конечно, разрушения есть, но все равно война не ведется против гражданского населения. И зачастую, да, скорее всего, то есть гибель гражданских в тылу это зачастую, в общем-то, ошибка или какая-то, ну, скажем так, какое-то воздействие на тот или иной боеприпас, который летит туда или обратно, да, ну, то есть вне зависимости от этого. То есть цели убивать гражданских, конкретно гражданских, нет. Но ситуация меняется в последние дни, причем с активизацией вот этих, скажем так, дроновых налетов. Украина, там, украинские тысячи голов Геббельса бьют копытом, радуются, говорят, что вот, мы взяли под контроль трассу, которая идет на Крым. Но люди с мест, с неподконтрольных Киеву территорий, да, новых территорий России, они сообщают с приграничья и прифронтовых территорий со стороны Украины, они сообщают о каком-то абсолютно новом характере боевых действий. В каком смысле? Под ударом не только там бензовозы, ну и обычные грузовики, легковые автомобили, под ударом вот этих самых дронов. И доходит до какого-то абсурда, когда там условно гражданские машины атакуются дронами, причем это делается с одной и с другой стороны приграничья или этого прифронтовой территории. То есть, получается, война меняется и становится ударом как раз-таки по гражданскому сектору. Во-первых, угрожает прямо гражданским, которые вынуждены там показывают эти видео, россияне, как они летят там 160 километров в час по вот этой трассе Таврида. Очень много, скажем, очень много опасностей в связи с этим. Это все выставляется как пиар со стороны, например, того же Азова. Мол, смотрите, мы уже всю Луганскую область практически, там, Алчевск, Луганск, мы там летаем над ним, смотрим, мы вообще можем поразить. То, что делается в обратном направлении, примерно то же самое, да, мы понимаем. Но россияне начали это делать раньше, они прикрепили старлинки к своим молниям, но это быстренько свернули, убрали старлинки, усложнили этот момент. Но, по сути, те же самые, то, что сейчас называют middle страйки, пытались начать еще вот несколько месяцев назад, помните этот скандал с Илоном Маском. Что означает ну, это новое качество войны, которая превращает, ну, в общем-то, в безжизненное пространство. Прифронтовые территории, ну, границы нет, ну, давайте так образно, приграничье. Ну, первая ремарка. Я не считаю, что со стороны Украины нет мотивации причинять ущерб гражданскому населению. Судя по действиям, как раз мотивация обратная. Это первая ремарка. Вторая ремарка. Работа по приграничью, у меня недостаточно данных, чтобы однозначный вывод сделать. Но я вполне допускаю, что может быть частная инициатива. Может быть, это, знаете, ну, как говорится, бывают случаи на войне, когда частная инициатива и могут разные действия происходить. В общем, это бывает с обеих сторон. И если говорить о том, что происходит именно с гражданским населением, но априори под ударом гражданское население, особенно если оно в приграничии. Это априори происходит по-другому никак. И там, где ведутся боевые действия, даже с помощью беспилотников,
Это зона повышенной опасности. Я не люблю это выражение kill-зона, новодел. Но если уж об этом говорить, то стремительнейшим образом расширяется площадь этой kill-зоны. Потому что беспилотники, не только беспилотники, они уже заходят далеко в тылы. И все тяжелее обеспечивать безопасность. Как раз потому, что война меняется. Но меняется она вследствие того, что идет активное развитие технологий, это гонка локального вооружения, локальная гонка вооружений, что двигает прогресс, вот то, о чем мы выше сказали. Поэтому логично то, что и характер тоже меняется, и ситуация адаптируется под новые реалии тоже. Но это стала война с гражданским населением. Ну, с моей точки зрения, Украина ведет войну с гражданским населением с 2014 года. Поэтому это началось, извините, не в 2022 году, началось в 2014 году. Война с гражданским населением. Системно и кроваво велась. Ведется уже на протяжении 12 лет. Даже не 4 года, а 12. Сегодня вышел материал в Bloomberg, где пишут следующее, что Россия может остаться без топлива, потому что удары Украины рекордные. В мае атаковали 8 из 10 крупнейших НПЗ России. Переработка нефти снизилась до 4,8, ну или там 4,5 примерно миллионов баррелей в сутки. Это минимум с октября 2009 года на 700 тысяч баррелей, чем нужно, годом ранее. То есть это прям показатели. Из-за остановки заводов сокращения мощностей аналитики ожидают дальнейшего падения объемов. Кремль эту проблему отрицает, однако в России начали ограничивать продажу топлива, бензина, солярки. Украинские паблики смакуют, как в Крыму коммунальщик, оседлав лошадь, так сказать, обходит владение, и, в общем-то, этому все радуются. Ну, я имею в виду аудитория разных проофисных и таких очень патриотических пабликов. Насколько вот это истощение чувствуется заметно, и тут неважно, есть, нет, понимаете, мы понимаем, куда дует ветер, да, куда направляют эту войну. Войну с гражданскими, войну на истощение, но стимулирует ли это завершение или наоборот, собственно, еще больше как бы этот штопор войны впивается в эту пробку тылов мирной жизни и, ну, в общем-то, как бы ни конца, ни края. Это просто дополнительный параметр, который надо решать. Очередная издержка, которую надо перекрывать. И находить способы защиты и купирования этих рисков. То, что это создает проблемы, это создает проблемы. Но с моей точки зрения, говорить о масштабном дефиците топлива в России, хотя уже показывают, что в Крыму там, допустим, ограничения вводятся, о каком-то глобальном кризисе, прям гигантском, наверное, говорить не очень, чтобы и приходится. Тем более, как мы уже выше заметили, война поменялась, и поэтому не думаю. Это идет больше нанесение экономического ущерба, именно попытка нанести экономический ущерб. Конечно, бьют по портовой инфраструктуре и по добывающим мощностям и перерабатывающим. Это анонсировалось давно, и такие локальные удары наносятся с тем, чтобы в этом направлении создать новые проблемы. В первую очередь экономического характера, потому что это обеспечение не только внутреннего рынка, но и продажа на внешний контур у нас идет энергоноситель. Понятная мотивация, понятна максимально. А Блумбергу бы посмотреть лучше про топливный кризис в других участках планеты, посмотреть, что происходит. Ну, в Европе, смотрите, как все хорошо с топливом. А куда уж лучше.
Дорожает, но давайте так. Видите, как... Не, ну там и газ подорожал в 6 раз, а так все хорошо. Все, видите, Ну, как в 6 раз отлично. очень хорошо. Где и кризис, в Индии уже слышны призывы были экономить на бензине и солярке. Знаете, участки бы обратить внимание. Плюс Bloomberg, у нас же американское издание. Вот американское издание бы рассказало, как происходит ценообразование на энергоносители для населения внутри Соединенных Штатов. Что это прямая привязка к мировым ценам на нефть. Тоже все очень хорошо. Они могут запастись до невозможности, выкачать все из Венесуэлы, что имеется. Но пока такая ситуация. Если цена на нефть мировая высокая, то она высокая в Соединенных Штатах. Так устроено. Они бы лучше про это рассказали. Интересно то, что сегодня Макрон хвастается новым захваченным танкером. Красивое видео, как высаживается спецназ, вот они там ходят, захватывают. Реакция России последовала вот уже сейчас, во время нашего эфира. Сообщают, что Песков комментирует. Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы категорически не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом. Значит, Москва предпринимает для обеспечения безопасности своих судов дополнительные меры. Зачем Макрону сейчас эта акция? Он уже, в принципе, пытался нечто подобное делать. Эскалирует, ошметки Антанты эскалируют ситуацию. Тем более Макрон, он с политической точки зрения уже труп. Его президентские полномочия почти все, на третий срок он не пойдет, может вообще любую дурь исполнять, которая ему, видимо, приносит удовольствие. Не знаю, может, он так душу отводит от семейных драм своих. По морде периодически прилетает. Вот он, это гиперкомпенсация такая, наверное. Но если серьезно, то чисто пиар-акция раз, два, Россия, Владимир Путин недавно подписал закон, в соответствии с которыми разрешается применение вооруженных сил и вооруженным образом защищать наши суда в случае, если вот такие инциденты происходят. Это вот буквально недавно было. Наверное, щупают за вымя, пытаются понять границы дозволенного и посмотреть, что будет. Эскалация. Они эскалируют всеми возможными способами, провоцируют Россию на несимметричный ответ. С тем, чтобы потом заявить, что Россия агрессор и всей своей сфорой, как они считают, освободительную кампанию начать континента от агрессивного агрессора. Вот и вся история. По-моему, это звенья одной цепи. Вот то, что прибалтийские ошметки исполняют, та же самая история. То, что немцы сейчас делают, это и подавно. Все это звенья одной цепи, это консолидация. Они консолидируют усилия и сразу по нескольким направлениям пытаются бить. Плюс в Армении то, что происходит, тем более там выборы вот-вот будут. Ну, про Армению мы сейчас И поговорим, и о том, что как немножко так остудил этот пыл резкого выбора Пашинян. Но все-таки про Макрона. А как может ответить Макрону Россия? они, наверное, и смотрят, как будет Россия отвечать. Я не знаю, возможно ли сейчас ситуация, что Россия с опорой на собственное законодательство и то, что указ был подписан, что разрешено использование вооруженных сил России для защиты наших судов за границей, наверное, они на такую тему провоцируют. Я так думаю. Будет ли таким образом ответ сейчас? Думаю, скорее нет. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, нет. Потому что у нас красные линии очень пластичны. Ну, и много терпит, в принципе. Ну, то Ну есть... вот поэтому и говорю, что думаю, что нет. Эскалация, эскалация и просто, как говорится, понимая, что они провоцируют, хотят понять, где вот эта вот точка, когда
уже провокации такого характера будут уже невозможны. Вот тут дальше по спирали эскалации действовать. Я думаю, скоро начнется какая-то дичь реально в Балтийском регионе. Это звенья одной цепи, все. Они ведут к тому, чтобы спровоцировать Россию на действия, которые они потом заявят, что это агрессия, с тем, чтобы потом уже официально начать, как они будут считать, какой-нибудь поход освободительный. Типа деоккупация Европы от агрессивного агрессора. Ну, это уже все было. Уже все было, просто немножко времени прошло, средства достижения вот таких вот подлых целей меняются, а суть не меняется совершенно. Ну, тогда бы не было такой реакции, какой она была на залетевший российский дрон в Румынию. Видите, все спустили не просто на тормозах, а делают вообще такие заявления, скажем так, зрадные, предательские, что А ли. я не уверена, допустим, что это российский дрон. Где доказательства, что это российский дрон? Нет, ну, румынские эксперты, государственные, Ну, и официально там такие эксперты сообщили. в этом таборе. Да я не уверена, что это российский дрон. А давайте посмотрим географию. Вот я специально смотрела, глобус открываю, периодически смотрю, а как вот оно ж летит? Ну, самый прямой маршрут – это через Черное море, если с Крыма пустить, вот так вот напрямую, это самый прямой маршрут. Ну, как-то вот оно трудно получается, что это из России вот так вот пролетело и втемяшилось в румынский дом на границе. Ну, географию давайте откроем глобус и посмотрим, как оно могло лететь. Что так половину Черного моря пересекло, там да, такой гигантский, хороший участок такой нормальный. Это что, так вот по воде? Сомневаюсь. Я не являюсь военным экспертом, но я периодически карту открываю и смотрю маршруты возможные. Что-то я сомневаюсь, что это был российский дрон. Если они так это утверждают, пусть заявят позицию с доказательствами. Тем более российская сторона сказала, что она выражает готовность расследовать этот инцидент в случае, если нам будут предоставлены данные. Пусть докажут. Покажут обломки. И даже если это российский изначально производство дрон, совершенно не значит, что он летел с российской стороны и запущен россиянами. Это тоже важный момент. Ну, давайте тогда. А какой смысл Украине запускать дроны по Румынии, если вы намекаете на украинскую сторону? Я думаю, что я, понимаете, я думаю, что это как раз могла быть такого рода тоже Кстати, Зачем? вполне. Ну, чтобы Россию обвинить. Хотя, вы знаете, да, можно даже не российский. Вот как прибалты показывают на их примере, это вообще роскошный пример, просто изумительный. Украинские дроны им сыпятся на головы. Что они предлагают? Закупать у Украины для защиты от украинских дронов противодронные сетки и компактные бомбоубежища. Но агрессор все равно Россия, у них ничего не щелкает. Даже не обязательно легендирование делать, что это какой-то российский беспилотник. Можно украинскими швыряться и рассказывать, что виновата Россия. Это рабочая тема, но это действительно работает. А что? Нормально. И Украине выгодно, можно прям комплектами продавать. ППЛА в Интересен, комплекте с сеткой и компактным бомбоубежищем удобно. интересен такой момент, что вокруг Европы, если мы пляшем отношений, да, чтобы как-то изменить отношения Европы, к Украине выходят, ну, сейчас такая дискуссия разгорается о том, что нужно реформировать ТЦК, реформировать, в общем-то, набор в армию саму. Причем в середине месяца июня уже говорят, что вот, представят новую реформу, о том, как это будет выглядеть, там зарплаты сумасшедшие называют. И интересно, что как раз-таки Европа финансирует вот это повышение зарплат, об этом открыто говорят там, депутаты, об этом открыто говорят все. Но тут же
Вот опять-таки что-то коренным образом изменилось. Если первые там 2,5, 3, наверное, года войны, открывать рот и говорить, что условно ВСУ, солдаты получают деньги, которые дает Европа, было моветон. Ну, как бы это все равно платится из бюджета, это украинцы зарабатывают, а солдатам, короче, вот передают, ну, в общем, из налогов платят. Сейчас это как бы абсолютно открыто, об этом говорят, что Европа, получается, платит деньги ВСУ. Очень много вот замыкается на этот интерес, и получается, что Европа, что такое Европа? Это налогоплательщики европейских стран, получается. Платят налоги, а, в общем-то, из этих налогов содержится армия. Но это же прямое вовлечение, которое раньше было невообразимо с точки зрения международного права. Почему так с открытым забралом сейчас не без оглядки на какие-то юридические тонкости об этом говорят? Наверное, потому что ну, не ждут, что Россия что-то может предпринять и как-то ответить. Получается, что никто ничего не боится. Маски сброшены. Но с учетом того, что Россия, ну, и как с обывательской точки зрения, она довольно мягко действует, несмотря на то, что десятилетиями идет движение в нашу сторону агрессивное, хамство, пренебрежение нашими интересами, нарушение всех договоров, мыслимых и немыслимых, абсолютно в этом направлении идет работа. Во многом, да, они, наверное, уверены, что можно до бесконечности таким образом действовать. Но, с другой стороны, они и до 22 года были тоже в этом уверены. Потом началась СВО. Я думаю, что они копят силы, еще раз повторюсь. И Украина в данном случае это инструмент и катализатор в том числе. Они копят силы для того, чтобы путем организации череды провокаций разных вынудить на какие-то действия. Касательно ТЦК и реформ, ну, вы знаете, я думаю, что стоит, наверное, ожидать снижения мобилизационного возраста. Об этом давно говорят уже. И у вас в эфирах эксперты, которые понимают ситуацию. Я думаю, что надо, наверное, ожидать снижения мобилизационного возраста. И они одновременно с тем, наверное, считают, что в России на такую меру могут не пойти, на мобилизацию. У нас первая волна уже была мобилизация. Сейчас у нас контрактная система, вы про контракты говорили, у нас сейчас контрактная система, которая, в принципе, себя оправдала. То есть достаточное количество добровольцев без всякой мобилизации. Но если будет масштабирование конфликта, мобилизация неизбежна. А что такое масштабирование конфликта? Масштабирование конфликта – это уже прямые боевые действия с союзниками, так называемыми Украиной. Начнется с Прибалтики. Кстати, судя по поведению Польши и их петлянию, думаю, что со стороны Польши эти могут отскочить все-таки, может. 10-й раздел – это не то, что они бы хотели, чтобы с ними произошло. А вот прибалты, по всей видимости, судя по тому, как вся эта ситуация эскалируется, ну и румыны тоже, как показала практика последних дней, они тоже не отличаются адекватностью какой-то. Вот и все. Это вот этот синдикат такой русофобский. Он действует вот таким манером. Не первый год. Для них это нормальная практика. Я думаю, что сосредоточатся силы на этом направлении. Ну, казус белли, они будут пытаться совершить какую-то пакость, на которую Россия не сможет не ответить. Какая именно, я не знаю. Но все выглядит таким образом, что они собираются это сделать. Скорее всего, будут еще на Южном Кавказе какую-то пакость устраивать. Попробуют, во всяком случае. Первое. Второе – это Балтика. И третье – это другие пространства. Ну, типа таких провокаций, которые, то, о чем вы выше сказали, французский так называемый президент устраивает с помпой. Но, опять-таки, он за это не несет никакой политической ответственности уже. Он может делать вообще все, что угодно, он знает, что он уходит.
Он пойдет на третий срок. У него скоро полномочия все. Он может исполнять любую дичь. И пользуется этим. Вот вся ситуация. А что нам тот же Трамп говорит или кто-то еще, им совершенно по боку. Они знают, что там преемственность политики американцы обеспечить на сегодняшний день не могут. Сегодня так, завтра так. А они действуют, у них как раз преемственность политики сохраняется. С курсом на русофобию и агрессивные действия в сторону России, провокации. Сегодня Пашинян разошлось его заявление о том, что он будет в ЕАЭС, в общем, все будет как положено. Ну, то есть пока вот не станет критическим вот этот выбор между Европейским Союзом и ЕАЭС. Но уже начинают работать меры, об этом тоже сообщают, ограничения на сертификацию рыбы со 2 числа завтрашнего дня. До этого там помидоры, в общем, сельхозпродукция. Начинаются, скажем так, закручиваться эти гайки в отношении экспорта. До выборов в Армении осталось недолго, ну, буквально неделька. Опросы показывают, что у Пашиняна все вообще хорошо и прекрасно, он с отрывом всех побеждает. Одни предрекают второй тур, другие говорят, что чуть ли не в первом туре, и все вообще будет здорово. Как вы видите эту ситуацию? Насколько у Пашиняна, ну, в принципе, сильные карты, модное выражение в последнее время? Мне трудно очень судить касательно электоральных настроений в Армении, потому что я с этим регионом в этом смысле не знакома. Трудно судить. Но я допускаю этот вариант, что Пашинян все-таки может проиграть эти выборы с учетом того, что Армения чуть более чем полностью завязана на Россию. Если Украина была в значительной степени завязана на Россию, то Армения полностью практически завязана на Россию. У нас трудовая миграция – раз. Потом, по-моему, более 85% экспорта основного из Армении идет в Россию. Денежные переводы более чем на 60% – это Россия. Патенты, миграционное законодательство. Ну, миграцию я уже сказала. Вся экономика, и, кстати, Путин перечислил. Он говорит, вот мы с коллегами разговаривали, вот АБЦ плюс газ. А $165 за 1000 кубометров и 600. Как мне представляется, две большие разницы. А я что-то не слышала, чтобы Армения была страной, способной тянуть такие цены на газ. А у них других вариантов нет. А наши, да, Россельхознадзор лютует по полной программе. Сначала цветы, по-моему, сначала цветы были. Это был, по-моему, Росздравнадзор, это не Рос. Да. Сначала были цветы, обнаружили нарушения, потом овощи, фрукты, там клубника, потом вода минеральная, потом алкаха, коньяк. Сейчас рыба. И что-то как-то весь экспорт пересматривается. Столько нарушений нашлось. Оказывается, такие небезопасные к нам приходят вещи из Армении. Какое совпадение? Какое совпадение? А потом пересмотрится цена на газ, а потом пересмотрятся патенты, трудовая миграция. Потому что если говорить об ЕАЭС, там льготные условия как раз за счет того, именно миграционная политика. А у нас она ужесточается. Ужесточается. У нас специальное ведомство новое под эту тему подготовлено. С новыми полномочиями, там, с упрощенной процедурой депорта в случае чего. А может так произойти, что как-то очень много будет миграционных нарушений, и депорты станут приобретут системный характер у граждан, которые не обзавелись российскими паспортами, а таких очень много, кстати. Очень много граждан Армении одновременно являются гражданами России тоже.
Ну, в случае чего, я думаю, уже неоднократно об этом писала, что с новым стратегическим союзником Великобритании Пашинян, наверное, все это порешает. Весь этот экспорт будет переориентирован на Лондон. Там, наверное, уже очень ждут. И Европа заодно, да, помидоры, цветочки, алкаха, минеральная вода, плюс мигранты, все будет супер. Все пойдет на Лондон, новый стратегический союзник не даст Армении загнуться. И с Смотрите, газом тоже порешают, я тут думаю, тоже, да. тут тоже такой момент. Я вижу здесь вот такую параллель, Полина. Вот помните, ну вот этот социалист Мамдани из Нью-Йорка. Мгм. Значит, его же Трамп и в хвост, и в гриву. И в хвост, и в гриву чехвостил. А, кстати, очень вот вы важную тему сейчас, важный пункт вспомнили. Трамп же поддержал Пашиняна. А вы знаете, кого он еще поддерживал? Орбана недавно поддерживал и аж десант туда снаряжал на местные сходки митинги. Что-то результат не очень. И большинство политиков, которых он поддерживал, даже внутри Соединенных Штатов, почему-то с треском проигрывали, даже там, где автоматически раньше победу можно было заслужить. То есть Но у меня поддержка Трампа, немножко, я бы не сказала, что это слишком позитивный знак. но у меня Это немножко не прям другая черная параллель. метка, но с моей точки зрения это очень важно, кстати. У меня немножко другая параллель. Мамдани не поддерживал Трамп, а потом, когда он победил, принял его в Белом доме, и все хорошо. Ну и, в общем, там, ну, там, веселый, конечно, персонаж Мамдани, мэр Нью-Йорка. Но дело не в этом. Там его решениях, эти там бесплатные супермаркеты и так далее. В общем, и миграционные вопросы. То есть он поддержал, получается, своего противника. Сейчас Путин делает то же самое. После вот этих этого острого саммита в Казахстане, на фоне вот тех решений, там со 2 июня рыба, до этого там помидорки и все остальное, то, что мы перечислили, сегодня состоялся телефонный звонок Пашиняна и Путина, и Путин поздравляет его с днем рождения, понимаете? И на сайте официально, и по телефону, и смотрите как. То есть абсолютно, ну вот знаете, когда вот смеются и критикуют политику Кремля, ну, под этим есть основания. То есть никто, вот сам Путин выходит и говорит, с Украиной тоже так все начиналось. Соответственно, мы Да. идем по пути, ну там, Пашинян идет по пути Украины, Порошенко Зеленского. А Пашинян ввергает Армению в противостояние, которое может как бы и разрулиться путем вот какой-нибудь там условной новой СВО не завтра, но послезавтра так точно. Понимаете? А вот Путин его с днем рождения поздравляет, жму руку, обнимаю. Тоже такой очень хорошее выражение, известное всем украинским, ну, скажем так, людям, интересующихся украинской политикой. Формально отношения с Арменией сохраняются на высоком уровне. Формально. Тем более Армения входит как все еще в ЕАЭС. Тем более Путин с Пашиняном достаточно регулярно встречаются. Там есть контакты, есть взаимодействие. И мне это представляется как отдельный элемент троллинга на самом деле. Плюс то, что сейчас наши лютуют, кучу нарушений находят в армянской продукции, это хеджирование рисков заранее, и это работа, как сказать, на перспективу. И вне зависимости от того, как завершится электоральный вот этот цикл, кто там победит, Армения уже будет иметь дело с кучей ограничений. И понятное дело, что эти ограничения гигантское влияние окажут на публичное позиционирование Армении. Потому что в таком объеме и такие ограничения они ударят очень быстро и очень заметно. Это не как ассоциацию с ЕС Украина подписала, и только с течением времени стало понятно, к чему это приводит. Да? Ну, по кошельку и так далее, как это бьет. И по предпринимателям. Тем более Украина страна побольше,
а Армения поменьше. И там больше граждан завязаны физически на России. Это дело к чему это приведет. Поэтому заранее вводятся ограничения. Если Пашинян победит, это элемент давления. Если победят его оппоненты, тоже элемент давления, но оппоненты, может быть, более сговорчивы даже будут. Тем более Владимир Путин сказал, что для нас, для россиян, любой выбор армянского народа, мы его уважаем, потому что хорошо для армянского народа, хорошо и для нас. Но в случае, если будет переориентация на Европу, то ништяки закончатся со стороны России. Вот этот набор преференций, который обеспечивается за счет нахождения Армении в ЕАЭС. А только за счет этих преференций де-факто эта страна еще более-менее суверенно существует. Потому что экономика чуть более чем полностью завязана на Россию. И обеспечение нужд населения осуществляется за счет российских энергоресурсов, дешевого газа, валютной выручки, которые, так сказать, за счет которой потом впоследствии армянские граждане платят налоги, потому что зарабатывают деньги в России, вкладывают в экономику, платятся налоги, за счет этого наполняется бюджет армянский. То есть там гигантская завязка. Но вот эти ништяки, как говорится, будут пересмотрены. Возможно, мы точного содержания не знаем, но это, может быть, там, Верховный сказал, что я надеюсь, вы правильный выбор сделаете и, так сказать, будете принимать решения с планированием дольше, чем в один день. И еще то, чего я не могу понять в последний момент, подарите кто-нибудь Пашиняну глобус. Армения – это Южный Кавказ. Это не Европа. Какая Европа? Это Южный Кавказ. Да, Они хотят в Европу вступать. ну, понятно, да. Значит, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, подведем только итоги по поводу Европы, нашего сегодняшнего голосования. Лишат ли украинских мужчин статуса защиты в Европейском Союзе? 19, мнения разделились, на самом деле, 12%. Если начнется война Европейского Союза и России, то да. 19 нет, просто новые выдавать не будут, ну, те, кто... Новые беженцы, новые, скажем так, претенденты из Украины. 21% нет, Европе мужики нужны самим. Ну и 48% как бы говорит о том, что да, все к этому идет, и, судя по всему, так и будет. Что скажете? Ожидаемо. Ожидаемо. Такая точка зрения в обществе популярна. К этому, да, все идет. Перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Спасибо большое, что пишете, их оставляете. Режим Блиц, чтобы как бы большее количество пройти. Так, ага, вот приходят новости. Полтавский горсовет проголосовал за запрет русскоязычного контента в городе. Мовный омбудсмен сообщает. Ой, так перемога не спинити после этого. Точно будет перемога. Причем самое интересное, все же вот в каком-то находятся, ну вот абсолютном непонимании того, что происходит. Вот был финал Лиги Чемпионов, да, то есть там Стерненко позвали комментировать. И они там, конечно, начудили, наговорили, наболтали, там, да, вот когда ну, после столкновения, в общем, приходил в себя российский вратарь Сафонов, да, они там, вот, русский 300, а вот сейчас выйдет Забарный, он должен забить автогол Сафонову, причем всем как бы плевать, ну, то есть вы в своем уме, финал Лиги Чемпионов, а они вот это обсуждают всякую дичь, издеваются, и вот я вот честно, я все равно как-то отторгаю, ну, понятийно, лингвистически, идеологически вот эту тему русофобии, о котором кто-то говорил. Ну, то есть понятно, что есть там элементы, есть, но просто нет, знаете, как в палате меры и весов. А что такое русофобия? Вот она! Надо посмотреть было на Мегуго, на украинском ресурсе за деньги, как бы, ну, это платный ресурс, за деньги посмотреть финал Лиги Чемпионов и комментарий Стерненко, понимаете, по поводу футбола он комментирует. Хотя сам говорил, что я футбол не смотрел с 2012 года, когда в Украине было Евро. Позорище просто лютое.
Саш, гораздо было бы интереснее, если бы Стерненко решил прокомментировать чемпионат Европы по художественной гимнастике. Куда допустили россиянок, которые завоевали золото и серебро. Полина, не подсказывайте. Мне кажется, Стерненко станет спортивным комментатором, понимаете? Не разбираясь ни в каком виде спорта, но если там есть российские или белорусские спортсмены, спортсменки, то и причем вот это обсасывается. Жена Сафонова пронесла там из французского флага, сделала там из каких-то пакетов российский флаг. Российский нельзя проносить, но она все равно это сделала. Причем самое интересное, что украинцы настолько уже вот здесь вот эта вся русофобия, пропаганда и вот этот бред, который они несут. Украинцы, которые смотрят футбол, там, все равно мировое событие, Лига чемпионов, они плюются от этого, понимаете? То есть уже какой-то идет передоз вот этого, скажем так, ну, вот этого образа мышления, что ли, понимаете? А нет, его до сих пор насильно пропихивают, проталкивают, втаптывают. Вон, пожалуйста, полтавская власть. Русский культурный контент. Ну, допустили приматов до кормушки и до микрофона. Вот приматы и исполняют. А приматы не обучены не исполнять ни дичь, понимаете? Ну, если туда допускают всякий сброд маргинальный, а маргиналы и будут исполнять такую дичь, они другому не обучены просто. Ну, дай бог, если действительно украинцы в массе своей считают, что это полный бред и не является чем-то позитивным, то это хороший знак. Дай бог, чтобы так и было. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Поехали, сообщество YouTube. Вопрос, уважаемой Полине, почему Россия дает возможность бить Зеленскому по России? Это слабоволие, слабость или терпение? Каждый из вариантов плох и ведет к гибели. Прокомментируйте, пожалуйста. Терпение. И, наверное, оно базируется на закрытом массиве данных. Потому что у нас полного массива данных нет разведывательной информации. Я думаю, что так. Кристина задает вопрос. День добрый всем. Вопрос к уважаемой Полине. Кто, на ваш взгляд, мог бы возглавить правительство Украины? Имею в виду тех, кто в оппозиции. Читая комментарии украинцев, им никто не нравится. Неужели нет достойных людей? Спасибо. Мне таковые неизвестны. Я не могу никого назвать. Ну, мне известно много украинских политиков, в том числе оппозиционных, но с моей точки зрения ни одного позитивного элемента, во всяком случае, в публичной политике сейчас нет. Самое Они все интересное, себя проявили плохо. тут Абсолютно. два слова скажу Кристине. Кристина, ну это же, понимаете, это уже проблема в украинцах. Это уже реально проблема в украинцах. Они все выходят и... ну, они вот как поражались Стерненко комментариями рассказал, точно так, такая же волна была. Была, ну, в общем, с помощницей со своей девочка-блогер погибла в автокатастрофе. Ну, тут трагедия, дорога, понятно, да? Ну, то есть блогер не политический, а блогер, ну, какой-то блогер. Ну, то есть, да, вот бьюти, вот это все, лайфстайл, все дела. И прибежали вот эти украинцы. И говорят, нефиг летать, и вот это все. И люди, которые там, ну, аудитория, я так понимаю, этой блогерши, они читают и говорят, ребята, а что с вами происходит? Ну, то есть автокатастрофа, трагедия, человек мало, ну, публичный, известный, погибает. Вместо того, чтобы прийти пособолезновать, посочувствовать как-то, да, налетают какие-то непонятные товарищи и, в общем, все гадят и разрывают. А вы тут говорите о кандидатуре нового премьера. Именно поэтому у нас вот такая премьер. Какая? Никакая. Понимаете? Подружка Миндича и вот этой всей сфоры. Фунты. Вот почему премьером долго был Шмыгаль, там перещеголял по длине своего премьерства Азарова? Потому что никакой. Не отсвечивает где-то там, вот там в стороне. И поэтому, говорите, должность правительства. Так это же проблема в украинцах прежде всего. Я так считаю. Ну, не в самих украинцах, наверное. В тех, кто... Хотя в самих тоже, да, то, что они попустили, так сказать, купились на эту хуцпу, которую Запад рассказывал про светлое европейское западное будущее.
Ну, туда слишком много когнитивных вражеских сил было вложено, наверное, поэтому. Это была неосознанная ошибка совершенно. Явно люди не хотели такого исхода, хотели, чтобы было по-другому, но имеет то, что имеем. Петр задает вопрос. Как вы считаете, на Западе не знают поговорку «собака, которая лает, не кусает»? Не знаю, в курсе или нет. Там есть интересная такое изречение «You have to think outside the box». Вы должны мыслить за пределами коробки. Ну, то есть не ограничиваться мышлением, как сказать, локальным каким-то, думать шире. Как мне представляется, там думать шире разучились. Вот об этом сказать могу. У меня такое впечатление возникает во всяком случае. Николай, подписание ассоциации Украины с ЕС на таких условиях — это госизмена? А вообще это проблема в тотальной дремучей безграмотности населения. Люди просто не понимали, что вообще ассоциация не дает автоматически право на кружевные трусики. Понимаете, в чем дело? Здесь надо разделять когнитивную сторону вопроса и прикладную. Люди, обычные граждане, им, скажем так, не по компетенции разбираться в том, как это выглядит в реальности. Потому что было подано все так, через прессу покупную, через вот этот вот сброд, который на сцене на Майдауне скакал, что это чуть ли не вступление в ЕС со всеми вытекающими. То, что это открывает гигантские перспективы, вы станете богаче, будет свободное перемещение. То есть ассоциация власть тем у людей в голове вот так щелкнула, что будет рост уровня жизни, и будет он приближаться к тому, что было несколько ранее в Европе. Сейчас уже не так, конечно. Вот такая была ассоциация. А то, что тогда действующая еще власть, там партия регионов, тоже Николай Янович вышеупомянутый, то, что не смогли донести до людей, к чему это привело и приведет в итоге, почему это невыгодно. Там сухие цифры, там прагматика. Это неинтересно обществу. Обществу интересны эмоции и пустые обещания в яркой упаковке. Поэтому на это и купились. Плюс предательство элит Сергей Левочкин, один из главных заговорщиков, канал Интер которого случайно в прямом эфире снимал зверячий по они же детей, с чего разжегся полноценный Майдан. Вот яркий пример предательства элит. И все. А люди, они не секут эту поляну в том смысле, что они прям понимали, вот ассоциация с ЕС, это плохо, потому что АБЦ. Они так не думали, они даже не анализировали ситуацию, они не понимали даже суть этой истории, что это значит. То, что накладывается гигантское количество ограничений, и то, что с экономической точки зрения это невыгодно. Потому что они это воспринимали чуть ли не как квази-вступление в ЕС. Поэтому была такая реакция. А то, что действующая тогда власть украинская не сумела донести эту простую истину до своих граждан, это их проблема и ошибка. Плюс предательство элит. Поэтому такая ситуация. Алексей задает вопрос. Добрый день, Александр Полина. Вопрос. Зачем еврей Зеленский устроил театр абсурда на Украине с перезахоронением останков пособника фашизма Андрея Мельника? С уважением. Потому что, потому что на территории Украины правит квазибандеровская верхушка, к коей, как мне представляется, уже даже на идейном уровне на данном этапе относится и Зеленский. По всей видимости, он это искренне, теперь уже искренне поддерживает.
Он включился в этот процесс, и, наверное, ему эти сатанинские практики нравятся. Видимо, искренне. Он считает, что это должно поднимать его как фигуру в глазах граждан, поскольку это государственная идеология. Полина, что можете сказать про известную статью в московском комсомольстве Дмитрия Краснова «Поразительное поражение»? Читали ли вы ее? Что скажете? Не могу прокомментировать, потому что не помню. Может быть, и читала, но не помню. Либо не читала, поэтому не могу прокомментировать. А, Но ознакомлюсь. Почему в Украине до сих пор не могут понять поговорку «пока толстый сохнет, худой сдохнет»? Неужели они так за все время независимости оттупели? Скажите ваше мнение по этому вопросу, спрашивает пользователь. Но когда все средства массовой информации работают на дебилизаторство заведомо, а если даже посмотреть структуру собственности средств массовой информации, это западные НКО, чуть более чем полностью, стоит ли ожидать иного исхода? Если люди, которые, казалось бы, получили советское образование, знают, что Земля не плоская, знают, какой исторический путь прошла Украина, как происходила ситуация, если сейчас они на полном серьезе начинают верить в то, что это не прикол, это мем уже, но это не прикол. Украинцы выкапывали Черное море, ну о чем говорить? Это люди с советским образованием, которые вроде бы на дебилов не были похожи. Но если они начинают в это верить, значит, дебилизатор и сработал просто наилучшим образом. Вот это, они самообучились уже параллельно. Многие же это и возглавляли, эту ситуацию. Сначала ради каких-то конъюнктурных интересов, потом, по всей видимости, так самообучились, что сами начали в это верить. Чат трансляции. Захар интересуется. Полина, а как считаете, ущерб России и нефтяной промышленности преувеличен или же угроза реальная для российской экономики? Угроза реальная, но не фатальная, с моей точки зрения. Не фатальная, понятно. Значит, Полина, как вы считаете, почему Армения в таком анабиозе? Может, на них кто-то влияет? Какие-то темные силы, с которыми сотрудничает Европа, с помощью которых они влияют на другие страны? Вероника Фэншуй? Добавляю уже от себя я. К вопросу Ивана. Не знаю, как там связан, как там развиты оккультные практики на территории Армении, но то, что армянское руководство принято считать соросятским, кто дает, скажем так, политические очки, хотя финансово Армения, повторюсь, чуть более чем полностью от России зависит, но кто политически влияет на элиты, тот и управляет политикой. А отсюда уже идет информационная политика, риторические заявления в том числе, риторика и зачастую, кстати, противоречащая практике, как в случае с Арменией. Потому что они-то душой в Европе, но экономически они в России. И здесь противоречий нет. А когда придется и экономически, и на земле, так сказать, быть тоже в Европе, хотя это проблематично, потому что Армения не является Европой, это Южный Кавказ, но тем не менее. Тогда уже ситуация может быть пересмотрена, и здесь уже политические очки могут не сыграть. Но скоро увидим. Нам немного осталось подождать. Это очень интересная электоральная кампания будет. Пока не готова сказать, чем это кончится. Может быть, там кто-то и колдует тоже. Но Так, Вероника фэншуй шарлатанка. ну Результаты что вы... плохие. Так, подождите, что значит шарлатанка? Вы давайте не обижайте наших украинских ведьм. Потому что Я не обижаю украинских ведьм. она ему четко сказала, придется валить. Ну, то есть, если там не получится, вали, Ермак, вали Так со чего она страны. не, так чё она Так не это Ермак, подшаманила, чтобы так это это Ермак, стало возможно? Ермак виноват. Он не послушался, надо было валить со страны. Так навела бы оморочку не на адвоката его, который даже не знал его должности, а на судью с прокурором. И залога бы не потребовалось таких бабок скирдовать и еще и в клетке посидеть несколько дней. Ну, вообще, это шарлатанка. На практике показано, что что-то как-то она...
Так, Плохо колдуют. значит, Александр и другие тут пользователи все добиваются прямо от вас в прямом эфире ответа на вопрос, замужем ли вы. Нет. Значит, дальше. Я помню, что бензин, пользователь пишет, в России закончился в августе прошлого года. Теперь опять закончился. Кто-нибудь перед комментированием этой новости будет вообще статистику смотреть или нет? Ну, А такое. зачем? Ну, такое. А зачем? Кому это интересно? Я вас умоляю. Зачем смотреть статистику? Можно, вот посмотрите, один из моих любимых каналов, не рекламирую на самом деле, но ради обложек я туда захожу. Есть одна лысая цыганка в мужском исполнении, которого, кстати, насколько мне известно, до сих пор недвижимость рыночной стоимостью миллиард рублей в центре Москвы. Вот, с видом на Кремль. Ну, это такое. Вот у него что не обложка, то шедевр. Я даже видео не смотрю, но там Путина хоронят 40 раз на дню приблизительно, Кремль горит, Россия развалится. А зачем иметь отношение какое-то к действительности? Можно нарисовать красивую обложку, написать какое-нибудь сообщение, желательно с маленькой буквы РФ, и все перемога, перемога. А как на самом деле обстоят дела, да какая разница? Неинтересно. Россия уже развалилась по их версии, ну, где-то, наверное, года, ну, 12 лет назад уже развалилась по их версии Россия. Уже все. Как вы Крах. думаете, Владислав спрашивает, во время парада ЛГБТ в Киеве и Харькове увеличат количество ПВО? Вот это интересный вопрос. Но мне кажется, что российская сторона, несмотря на то, что она осуждает и не поддерживает эти практики, поскольку у нас взят курс на традиционные ценности, она вряд ли будет создавать угрозу для мероприятий массовых, даже если они не симпатичны, потому что это будет, ну, во-первых, зачем? Все-таки цели другие стоят перед нашим руководством. Во-вторых, даже если бы нечто подобное вдруг произошло, это был бы роскошнейший инфоповод для нашего противника, чтобы рассказать, что агрессивный агрессор дубасит по гражданским, посмотрите, что творят. Поэтому я думаю, что вряд ли этим мероприятиям маргинальным какая-то опасность угрожает, во всяком случае, с российской стороны, несмотря на характер проведения этих мероприятий. Так, вопрос от Александра. Кто-то верит, что Украина сохранится как государство с учетом того, что госдолг в 500 миллиардов баксов и евро? Как независимое государство номинально может сохраниться в каких-то границах. Но на самом деле суверенной какой-то единицы вряд ли. Она уже таковой не она только формально юридически является отдельным государством. На самом деле уже давно нет. Вот в чем дело. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо вам за время и мысли. Спасибо, Александр. Спасибо, уважаемые зрители. Подписывайтесь в Телеграм и в Махе тоже подписывайтесь. И на Александра подписывайтесь и ставьте лайк. Самое главное, берегите себя. Всех еще раз с первым днем лета, Днем защиты детей. Увидимся совсем